Всем привет! Как насчет тестов скромного спорткара в ленту? Я тоже думаю, что мысль отличная. Встречаем инветера Кокет. Симпатичный спорткар за смешные деньги. Каких-то 138 или 159 тысяч долларов GTA в зависимости от версии с крышей или без нее. Опробовать машину можно, отняв ее у ботов на Рокфорд Хиллз. Но в гараж поставить не получится. Машина прошла полный тюнинг. Сложно сказать что-то о дизайне. Он либо нравится, либо нет. Передняя часть имеет много общего с такими машинами, как Massacro, Sorana, Exemplar, Rapid GT и Carbonizare. Задняя часть оформлена предельно просто. О спортивности машины больше говорит большой капот в стиле американских спорткаров и обводы корпуса. Все предельно просто. Салон тоже без изысков. Но наличие колонок на задней панели за подголовниками не может не радовать. Тюнинга не особо много. Имеющегося достаточно для небольшой кастомизации машины. Но разгуляться, как у тюнеров и машин от Бенни, не получится. Ладно, не страшно. Странно было бы получить большое разнообразие за небольшие деньги. Это так не работает. Даже в реальной жизни. Life is hard when you can have anything. Making decisions is stressful. Посмотрим, что покажет Кокет. Пока же машина показывает нам свои возможности, можно насладиться звуком мотора и музыкой. Привод на заднюю ось. Неплохо, но на дороге машина ведет себя как полноприводная. Но об этом позже. Тормоза достаточно надежные, но однозначно хорошими назвать их не могу. Для этого машине следует иметь более короткий тормозной путь. Но начнем отделять зерна от плевел. Машина очень чутко реагирует на поворот руля, но потом появляется небольшая задержка на отклик. Проблемы могут быть только при длительном повороте на высокой скорости. Это связано с недостаточной поворачиваемостью. Чем выше скорость, тем сильнее это чувствуется. Сбросьте газ, и проблема решится. Если дать газ и одновременно повернуть руль, ускорение будет выталкивать машину с траектории движения. Это как раз характерная черта полноприводных машин.
Но у нас привод задний, помним об этом. А у машин с таким приводом задний мост любит уходить в занос. У Кокет он немного дергается, но в занос уходит только при затяжном повороте и сброшенном газе. Однако, если в начальный момент срыва в занос дать полный газ, чаще всего машина выровняется. Это тоже особенность, характерная для полноприводных машин. Как ни странно. Змейки выполнять можно, но не очень комфортно. Как раз из-за выдавливания с траектории и недостаточной поворачиваемости на полном газе. При сбросе скорости проблем нет. По грунтовому покрытию машина идет хорошо, подбрасывает ее довольно сильно. Возможно, сказывается небольшой вес, но к потере управления это не приводит. Кокет вовсе не идеальная машина. Нет высокой скорости, как у топов класса. Нет движения по рельсам, как у Кригера. Но при всем при этом машина крайне дружелюбно относится к своему водителю, прощая ему большинство ошибок. Она легко возвращается под контроль и имеет хорошую устойчивость. Чтобы разбить Кокет, надо еще постараться. Если вы пока не имеете большого опыта вождения в GTA 5 Online или стабильно плохо водите, вы оцените эту машину по достоинству. В трафике Кокет чувствует себя как рыба в воде. Хорошая машина за смешные деньги. Я взял и не жалею. А вы? Дизайн, звук мотора, хорошая устойчивость, возможность взять машину под контроль в случае заноса, невысокая цена, выбор тюнинга. Разве этого мало? Единственное, что может вас остановить от покупки, не понравится внешне. Тут уж я бессилен. У меня таких две. За себя решайте сами. И еще раз для скептиков. Я все еще считаю Pegasus Zentorno лучшей машиной во всех классах в GTA 5 Online. Но именно Invetera Кокет остается моей самой любимой машиной. Лучшая и самая любимая. Разницу чувствуете? Хотя мне без разницы. Я останусь при своем мнении. Я злобный, мне можно. Увидимся, народ.